Здорово, народ! Мои попытки достучаться до Blizzard не увенчались успехом. Не повторяйте все, что показано в этом видео, иначе вы будете забанены. Мои реддиты удаляют, сообщество WoWhead в Дискорде вовсе добавило меня в черный список после того, как я попытался связаться с редакторами. Другого варианта, кроме как рассказать и показать масштабы происходящего, я не вижу. Я увидел, что Solheim очень часто публиковал эксплойты, и это, по всей видимости, действительно помогало. Поэтому сейчас расскажу и покажу все эксплойты и к чему они привели. Но для понимания рекомендую посмотреть мое первое видео на эту тему. Скажу сразу, это не дюб, а совокупность эксплойтов, которые привели к этому. И они действительно являются неочевидными, именно поэтому они до сих пор работают. Первый эксплойт, который, на мой взгляд, существует уже более 4 лет, он связан с реальным персонажем и столом заказов. От реального персонажа не работает почта, банк, аукцион, но можно обучить профессию актуального дополнения, но для этого требуется золото. Всех тонкостей я раскрывать не буду, но скажу одно, что от реального персонажа можно получить золото. Можете видеть, что это тот же самый реальный персонаж, и у меня есть золото на обучение профессии. Но чтобы крафтить массовые расходники, требуется от 10-15 поинтов в профессию. Их можно получить точно так же через стол заказов от персонажа, на котором работает аукцион. И он может предоставить реагенты. После этого на реальном персонаже можно использовать крафты с помощью концентрации. Как я изначально и говорил, эксплойт заключается в неограниченной концентрации через реальных персонажей. Просто прожигается вся концентрация и персонаж удаляется. Вы скажете, что это очень долго и трудно воплотить? Я с этим соглашусь, но давайте не будем забывать тот факт, что это ферма ботов. В первом видео я демонстрировал, как персонажи бегают по заданному маршруту и делают все автоматически, без единого отклонения. А это означает, что большинство действий автоматизированы. Теперь возьмите во внимание тот факт, что это происходит на европейских и американских серверах. Значит, что те 160 аккаунтов, которые у меня получилось найти, это не все. Теперь, что касается Majestic Hide и Down Crystal. Многие не верили мне, что эксплойт связан с концентрацией, потому что откуда у него может быть Majestic Hide? Этому тоже есть объяснение, так как это целая экосистема ботов, которые делают все автоматически. Первое — это Т2 реагенты, слитки, шифры и все остальное. Мне удалось найти еще одну гильдию, в которой состоит 3 друида. Если мы вспомним, сколько воинов бегало и обузило аукцион, то закономерность ясна. Одновременно может быть запущено 3 аккаунта для одной задачи. Все друиды имеют 90 уровень и прокачанные собирательные профессии, горное дело и травничество. Это первая схема, где оплаченные друиды летают и собирают ресурсы, а далее через стол заказов скидывают заказы предоставлением реагентов, а реальный персонаж с помощью концентрации делает крафт гарантированного Т2 качества. Что касается Majestic Hide, здесь все немного по-другому, так как для этого используется реальный персонаж со снятием шкуры кожевничеством. Реальные персонажи автоматически снимают шкуру, а далее несут все на стол заказов, где выполняют ордер на инфьюзит шкуру, используя свои реагенты. Именно поэтому он торгует этим видом шкур Т1 качества, так как пересоздавать персонажей для абуза концентрации очень время затратно. А чтобы снимать Majestic Hide, достаточно собрать одноразовые знания профессий, которые дают 24 поинта, а для получения рарных шкур требуется всего 20 поинтов. А Majestic Hide с триала не передать. Что касается Down Crystal, здесь все банально просто. Этот эксплойт существует с самого старта Midnight, но реализовать его смогли только после 20 мая, а именно после введения сундуков с экипировкой за 750 мракозарного мергеля. Здесь все также связано с реальным персонажем, создается персонаж, существуют сокровища, которые дают мракозарный мергель. Этот реальный персонаж забирает этот самый мергель из сокровищ, а далее через систему отряда этот мергель можно забрать на обычного оплаченного персонажа, у которого обучено наложение чар. Покупается сундук и шмотка распыляется. В итоге мы получаем кристалл, и все это зациклено по кругу. Все звучит очень сложно и не соответствует масштабам. Если делать это руками, то да. Но как я ранее сказал, это боты, которые делают все автоматически. И это происходит на 2 регионах. И только Blizzard сможет вычислить точное количество аккаунтов, которые это делают. Боты были и будут всегда. К сожалению, с ними очень сложно бороться. Но зачастую они ограничивались только собирательными профессиями и фармом спотов. Это я рассказал в общих чертах, как это все устроено. Очень надеюсь, что Blizzard хоть как-то обратят на это внимание и пофиксят в срочном порядке, так как он продолжает торговать и использовать данные уязвимости. Он просто сменил регион серверов, на которых он это делает. 5 июня я видел его на французских серверах. Некоторые нюансы исполнения механик я специально не озвучил, чтобы не спровоцировать массовое использование этого эксплойта. Если бы это был дюб, то в ассортименте был бы, например, полуночный лотос и остальные реагенты, которых у него нет. Ведь достаточно купить одну единицу на аукционе и начать процесс дюпа. То же самое касается сумок с Мокси. Если бы это был способ получать их в неограниченном количестве, то мы могли бы видеть остальные реагенты, а мы видим только крафтовые реагенты Т2 качества. Все это я подробно описал в поддержку Blizzard еще 2 июня. Надеюсь, это видео поможет повлиять на скорость решения этого вопроса. На этом у меня все. Всем удачи!